Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях по всему миру. И сегодня поговорим о новом отеле Шарм-эль-Шейха Sunrise Rimal Beach. Это пятизвездочный отель, соседствующий с уже горячо любимым многими Альбатрос Пэлас в Бухте-Рас-Насрани. Отель работал и ранее, но был закрыт на полную реновацию, которая длилась более года и, к слову, даже сейчас продолжается, но абсолютно не мешает отдыхать гостям. Открыл он свои двери в декабре 2024 года. С самого входа отель приятно поражает своей территорией. Белоснежные корпусы, растянувшиеся вдоль моря, утопают в зелени со стороны основного заезда. От арки, где вас высаживает трансфер, вы можете прогуляться к рецепции вдоль фонтана по небольшому променадику, где есть магазинчики, в которых можно купить необходимые вещи, если вы что-то забыли дома, подарки своим родным и аптечные препараты. Также на эту сторону выходит большое количество номеров. И я бы сказала, что для себя, наверное, взяла бы номера с видом на сад, так как с этой стороны не будет анимации, будет всегда тихо. Если вы любите вздремнуть вечером, вам 100% эта сторона и террасы понравится больше. Между корпусами в саду сделали несколько зон для чила, где можно посидеть, пообщаться вечером, взять с собой чай, кофе и насладиться тишиной. Как я уже говорила, отель работает в тестовом режиме. Есть кое-какие ограничения по количеству бассейнов, по количеству работающих на территории непосредственно этого отеля а-ля карт ресторанов, но уже нет зданий, затянутых пленкой, какого-то строительного мусора, лежащего на территории отеля, портящего общую картинку. Как я видела в отзывах у других туристов примерно в январе-марте. Сразу хочу отметить, что в отеле работает не только обычная система Ultra All, но и Posh, уже хорошо известная в египетских отелях Sunrise. Это встреча из аэропорта, отдельные рестораны, личный батлер, отдельный корпус с номерами. Заселение в отеле, как и во всем мире, в 14:00, а выселение в 12 дня. При этом вы можете пользоваться всей территорией отеля с момента, как вы прибыли в отель. Вас без проблем заселят раньше указанного времени, если есть свободные уже убранные номера. Если же нет, вам предложат пойти позавтракать и вернуться на ресепшн после завтрака. Рецепция у отеля светлая, с большим количеством пространства, с отдельными столиками, где происходит заселение туристов. Вас присаживают на мягкие диваны и угощают фрешами, коктейлями и игристыми винами местного производства. Здесь же расположен крытый лобби-бар и монитор для регистрации в а-ля карт рестораны. Также на ресепшене есть просто чудесный guest relation, который может вам помочь в решении абсолютно любой вашей проблемы. С рецепции вы можете выйти на открытую зону лобби-бара, расположенную на втором этаже. Она собой представляет огромную террасу с большим количеством столиков. Вечером здесь играет живая музыка. Большинство гостей выбирают именно здесь встретить закат вечером за бокалом игристого вина. Здесь же расположена одна из основных достопримечательностей отеля. Это маяк. На вершине этого маяка откроется а-ля карт ресторан. Он будет работать только за дополнительную плату. Бар здесь работает 24/7, но со своими нюансами. С 6 утра до 10 утра алкоголь сервируется только за дополнительную плату, а импортные напитки сервируются только после 18:00 и до часу ночи. Каждое утро на информационном табло у бассейна вывешивают информацию обо всех развлекательных программах, которые будут проводиться в течение дня. Как правило, программу делят на две части: дневная и вечерняя. В дневное время у вас будет фитнес, несколько видов занятий танцами, дартс, боча, йога и даже зумба. В вечернее же время проводят дискотеки, детскую дискотеку, танцы живота
и живая музыка на лобби. После открытия отеля на полной концепции на его территории будет работать 5 бассейнов, и все они будут подогреваться в зимний период. Более того, подогреваются они здесь так же сильно, как и во всей сети Sunrise. Температура воды доходит до 32-35 градусов зимой. Сейчас открыты только 3 бассейна. Точно так же они всю зиму подогревались. И работает семейный бассейн, детский бассейн глубиной 60 сантиметров, который накрыт от солнца, и бассейн Splash. У каждого бассейна есть бар, который работает с 10 утра до 6 вечера. Также в зонах вокруг бассейна есть мини-гольф и небольшие стойки для игры в корнхолл, где, как правило, зависают родители с детками. Мест и лежаков у бассейна хватает абсолютно всем. Не нужно бегать и в 5 утра занимать полотенца, не сходить с ума. Более того, я бы даже сказала, что к 10-11 утра там не занята даже половина лежаков. Отдельно хотелось бы обратить внимание на питание в отеле Sunrise Rimal Beach, так как сеть Sunrise старается отнять пальму первенства у Риксосов, максимально поднажимают на качество продуктов, на то, какой выбор продуктов и блюд они дают своим туристам, и на количество а-ля карт ресторанов. Так вот, на территории Sunrise Rimal Beach планируется открыть 12 баров, 9 ресторанов. На данный момент 100% не работает тайский, греческий и ресторан на маяке, который я вам уже показывала, но обещают, что в ближайший летний сезон это все уже будет работать на полную. В основном ресторане сервируется завтрак, обед и ужин. Выбор блюд большой. Ни разу не слышала жалоб от туристов. Всегда есть выбор из 5 видов сезонных фруктов, то есть они могут меняться. Не всегда у вас будет манго, потому что я знаю, что были люди, которые спрашивали, почему нет манго, хотя был просто еще не сезон. И очень большим плюсом является тот факт, что основной ресторан сервирует поздний ужин до 5 утра. Это очень удобно тем людям, которые особенно едут с детками и прилетают супер рано, не смогут сразу их покормить. Работает азиатский, итальянский а-ля карт ресторан, сервируют в итальянском завтраки, обеды и ужины. Завтраки и обеды вы можете посещать абсолютно бесплатно. Ужин у вас тоже будет бесплатно, но по предварительной записи. Также за дополнительную плату будет работать ресторан Fusion, Маяк и морепродукты. И у гостей отеля Sunrise Rimal Beach есть полный доступ к а-ля карт ресторанам на территории отеля Sunrise Rimal Resort. Это 4-звездочный отель, который расположен на второй линии, буквально в 500 метрах. Там есть очень вкусный ресторан, например, мексиканской кухни. Туда даже приезжают люди из других отелей для того, чтобы попробовать. Из основного ресторана вы выходите на променад, который визуально разделяет территорию отеля на зону пляжа с барами и развлечениями, а также основную территорию отеля, где находятся корпуса и бассейны. Здесь же сразу можно посмотреть, как проходят уроки танцев. Девчонки активно принимают в них участие, причем девчонки очень разного возраста. Здесь же находится кальян-бар. Сюда не пускают детей. Работать он начинает на закате и до позднего вечера. Вы можете погрузиться полностью в атмосферу арабской сказки с прекрасным видом на море. Длина пляжной полосы в отеле 700 метров, и она уровневая так же, как и во всех остальных отелях сети Sunrise. Вдоль всей пляжной полосы разбросаны бары и рестораны. Отель Sunrise Rimal Beach позиционирует себя как семейный отель, но поскольку он все-таки находится в бухте Рас-Насрани, которая является заповедником, эта бухта славится самым ярким красочным рифом. Сюда прямо конкретно к пляжу этого отеля
привозят туристов на яхтах, на экскурсии, чтобы понырять, посмотреть подводный мир. Вы должны понимать, здесь не будет никакого пологого захода для деток. Максимум это во время прилива в небольших отмелях, может быть там чуть-чуть до колена, вы сможете покупать самых маленьких. Все остальные детки либо купаются в бассейнах, либо плавают в надувных жилетах с родителями в море. Спускаются они в море по классному стационарному деревянному пирсу, который не шатает, но тем не менее там уже сразу обрыв и глубина, поэтому об этом вы тоже должны подумать заранее, чтобы потом не было разочарования. В отеле есть свой один стационарный понтон. Он так же, как и все в отеле, был отреновирован в 2024 году. Очень большим плюсом является то, что он достаточно короткий, порядка 100-150 метров. Не так, как в Риксосе, когда нужно идти целый километр, чтобы поплавать, понырять и посмотреть риф. В целом отель мне очень понравился, я относилась к нему скептически, когда бронировала, очень переживала, потому что во многих видео говорили о том, что неудобно, ты живешь как будто на стройке за такие огромные деньги, как такое может быть, не все работает. Я не почувствовала никакого дискомфорта, очень классное море, очень классная анимация, всем хватает места. Безумно просто вкусно. Все свежее. Номерной фонд классный, свежий, весь реновирован. Потрясающий вид с террасы номера. Я 100% рекомендую этот отель. И если вы уже в нем отдыхали, поделитесь вашими комментариями под этим видео.